На этом уроке мы впервые запустим программу Stellarium и начнем изучать ее интерфейс и рабочее пространство. Итак, после установки на первом уроке у вас есть такой ярлык. Для удобства давайте сразу перетащим ярлык в панель задач и запускаем программу. Сразу остановим время, нажав клавишу 7. Мы видим ландшафт французской деревни Гирен, установленный по умолчанию. На линии горизонта обратите внимание на красные буквы. Это стороны света. По умолчанию при запуске программы мы смотрим на юг. Далее вы сможете изменить начальный ландшафт и направление поля зрения. Для обзора пространства можно пользоваться и мышью, и клавиатурой. Зажмите левую кнопку мыши в любом месте и тащите. Но клавишами получается гораздо точнее. Сначала давайте выровняем линию горизонта в прямую. Вернем взгляд на юг. И теперь обернемся вокруг себя на 360 градусов по направлению ухода солнца, зажав кнопку правой стрелки. Теперь нажмем стрелку вверх. Как видите, еще выше задрать голову невозможно. Сейчас мы смотрим зенит. Отключим отображение атмосферы горячей клавишей А. Это позволяет нам видеть звездное небо даже днем. Снова обернемся вокруг себя левой стрелкой. Опускаем взор стрелкой вниз и видим, что у нас под ногами. То есть сейчас мы смотрим в центр планеты Земля. Отключим отображение планеты Земля под нами, нажав клавишу G. И теперь мы видим в центре поля зрения Надир, точку небесной сферы, противоположную зениту. Поднимемся выше стрелкой вверх до уровня горизонта, который мы видим пока только по обозначениям сторон света. Чтобы включить линию горизонта, нажмите H. Чтобы быстро посмотреть в зенит, нажмите Shift плюс Z. Вернемся обратно до уровня прямой линии горизонта. Снова включим ландшафт. Посмотрим точно на запад, нажав Shift плюс W. Далее на север Shift плюс N. На восток Shift плюс E. И снова вернемся на юг Shift плюс S. Найдите у себя самую яркую звезду неба, то есть наше Солнце, или другую звезду, если у вас сейчас Солнце под горизонтом. При выделении любого доступного небесного тела слева появляется астрономическая информация о нем. Чтобы снять выделение, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте экрана или комбинацией Ctrl плюс пробел. Теперь выделите какую-нибудь планету, например, Луну. Чтобы изменить масштаб, крутите колесо мыши. А с клавиатуры нажмите и удерживайте кнопку Page Up или Page Down. Другой способ – Ctrl плюс стрелки вверх или вниз. При изменении масштаба, чтобы сохранять фокус на выбранном объекте, приходится корректировать направление поля зрения. Гораздо удобнее сначала отцентрировать выделенный объект, нажав пробел, а затем продолжать масштабирование. Другой способ – клавиша T, включающая слежение за объектом, но по сути это тоже центрирование. Как видите, информация о Солнце и всех планетах выводится в синем шрифте. У звезд цвет шрифта соответствует их наблюдаемому на небе цвету. Сравните. Альдебаран оранжевый, а Сириус белый. У каждой звезды указан видимый цвет в системе B-V. Почитать об этом можете в сети. И заодно выучим еще одну клавишу F11, которая позволяет выходить из программы, не закрывая ее. Набираем в поиске цвет B-V. Вот в таблице примеры цветов звезд. Вернемся в звездарий. Включим атмосферу. И видим, что для четкости чтения информация о всех объектах при дневном свете пишется черным шрифтом. Но все равно для людей с ослабленным зрением этот базовый шрифт слишком мелкий, поэтому сейчас мы его увеличим. Подведите курсор в левый нижний край экрана. Это горизонтальная панель. Здесь тоже очень мелкий шрифт информации. Для контроля настройки шрифта сначала выделите какой-нибудь объект, как на моем экране. Далее наводим курсор на левый край сюда. Всплывает вертикальная панель. Нажимаете на кнопку «Окно настройки», то далее мы будем часто делать нажатием клавиши F2. Идем во вкладку «Сервис» и увеличиваем размеры, как вам удобно. А также увеличим размеры окон здесь. По окончании зайдите в первую вкладку «Основная» и сохраните ваши настройки здесь. Это нужно делать с любыми новыми настройками, иначе при последующем запуске программы вам придется персонализировать программу снова. Закрываем окно настроек нажатием F2. Рассмотрим содержание наших угловых панелей. Вот здесь в самом углу есть очень мелкие и тонкие кнопки. Нажмите сюда, чтобы закрепить панель. Теперь она будет показываться постоянно. Также поступим с вертикальной панелью.
Наведем поле зрения на темное небо, чтобы хорошо видеть кнопки этих панелей. Чтобы отключить или включить отображение этих панелей, используйте команду Ctrl+T. Начнем с кнопки «Справка» или F1. Растянем окно. Очень рекомендую пользоваться горячими клавишами, что сильно облегчает и ускоряет вашу работу в программе. Вот список клавиш по умолчанию, часть из которых мы уже начали применять. В самом низу окна есть кнопка для назначения дополнительных горячих клавиш. Или, если хотите, можете переназначить уже имеющиеся команды. Например, для частого изменения поля зрения комбинация из этих трех клавиш не очень удобна. Можем убрать лишний Alt. Допустим, выберем эту строку, нажимаем «Сбросить» и нажимаем новую команду Ctrl+1 «Применить». Ну и так далее. На следующем уроке вы сможете скачать мои рекомендуемые настройки вместе с измененным мной набором горячих клавиш. И не забывайте сохраняться. F10 нам пока не нужно. F2 мы уже знаем. Есть еще второе окно настроек, вот здесь, F4. Здесь тоже можно растянуть окно. Сейчас не будем смотреть все настройки. Зайдем только во вкладку «Знания о звездах». И здесь внизу тоже можно менять шрифты. Пока закроем. F4. В этой панели нажмите сюда. Включено отображение линий созвездий. Еще нажмем сюда, для их названий. Как видите, эти шрифты тоже мелкие. Снова заходим в F4 и меняйте шрифт под свое зрение. Следующая кнопка «Изображение созвездий». Чтобы не перегружать экран лишним, нужно найти баланс, оставив только самый минимум слоев отображения информации. Поэтому обратно отключим эти две кнопки. Для регулярной работы включенных линий созвездий достаточно, чтобы быстро ориентироваться на карте звездного неба. Постепенно вы запомните и название, и изображение. Но пока вы учитесь, в любой момент можно посмотреть всю доступную информацию. Например, вы пока еще не знаете, что это за созвездие. Нажимаете и читаете его название. И видите его образ. И снова отключаем лишние слои. Эти опции мы уже знаем. Тут все понятно. Новая кнопка «Объекты глубокого космоса», сокращенно ОГК, который тоже сильно перегружает небо лишней информацией. У этого типа объектов вот такой цвет шрифта. В моих настройках на следующем уроке будут отображаться только самые яркие галактики и звездные скопления, которые можно наблюдать на небе без телескопа. Сейчас пока отключаем ОГК. Это показывает название планет. Это нам не нужно. Это удобнее нажимать пробелом. Тут понятно. Это мы делаем по клавише F11. Экзопланеты нам не нужны. Тем более, что они недосягаемы для наблюдения даже в большие научные телескопы. Ну а для астрономов-любителей со своим телескопом есть хороший плагин «Окуляры», панель которого вот в этом углу. Телескоп мы смотреть не будем, поэтому в моих настройках эти кнопки я тоже отключу. Но вы для себя можете оставить все, что считаете полезным. Также нам не нужны кнопка отображения метеорных потоков и их поиск. С ходом времени все понятно. И сегодня эти кнопки мы будем использовать. Это кнопка закрытия программы. Ну и наконец кнопка ИСЗ – искусственные спутники Земли. Она нам тоже не нужна. Но пока мы ей воспользуемся для демонстрации возможностей Стеллариума, а также рассмотрим проблему космического мусора. Допустим, вы оставили режим отображения спутников активным, и при большом поле зрения хотите попасть курсором в какую-нибудь звезду или планету. Смотрите, что происходит. С очень большой вероятностью вы наткнетесь на космический мусор. Еще потычем пальцем в небо. Ну вот, куда ни ткни, повсюду мусор, который будет все чаще падать на наших плюкониан. Этих железяк уже так много, что они начали сталкиваться друг с другом, образуя при этом тысячи обломков, каждый из которых является пулей или снарядом, летящим со скоростью около первой космической. А это значит, что даже маленькая заклепка обладает огромной кинетической энергией и способна при столкновении на орбите с любым другим космоподелием пробить его насквозь. В общем, по принципу домино, что выражено так называемым синдромом Кеслера, количество мусора на всех орбитах растет гораздо быстрее, чем просто линейно. Обо всей этой техносвалке над нашими головами можете дополнительно почитать по ссылкам под этим видеоуроком. Итак, за 64 года космической индустрии наши чатлане запульнули на все возможные орбиты вокруг Земли уже десятки тысяч разных аппаратов.
А в некоторые свободно падающие по орбите пепелации даже посадили кататься пацаков. И самая большая космическая маршрутка – это Международная космическая станция, МКС. Можем посмотреть, где она сейчас едет. Открываем окно поиска, F3 или Ctrl+F. Набираем МКС или по-английски ISS. Пока ее не видно. Ну вот, под горизонтом спряталась. Ладно, мы тебя и из-под земли достанем. Вот она. Попытаемся рассмотреть поближе. Можно нажать Ctrl+Alt+0 и сразу получаем поле зрения в полградуса. Спрячем вертикальную панель, чтобы не мешало читать информацию. Дальше уменьшаем поле зрения до нижнего предела нашего звездаря. Это 139 100 градуса, или точнее, ровно 5 угловых секунд. Величина поля зрения – это отображаемый угловой размер части неба, соответствующей ширине экрана. То есть, если эта ширина сейчас равна 5 секунд, то при разрешении экрана моего монитора 1920 на 1080 пикселов мы видим сейчас часть неба с угловыми размерами около 5 на 8,9 угловых секунд. Конечно, жестяную космобанку с испытателями в ней вам не прорисовали, но координаты таких искусственных спутников в этой программе отслеживать можно, чтобы при хороших условиях наблюдать самые яркие из них на небе даже без телескопа. Но вот только вопрос, а зачем? Вот всевозможные координаты. Это расстояние от нашего положения на Земле до МКС. Здесь указано, что он визуально наблюдаем, но сейчас он под горизонтом, поэтому в данное время этот спутник не видим. Посмотрим его путь по небу, ускорив ход времени. Для управления временем используйте клавиши J, K, L. Ускоряем ход времени и сразу увеличиваем поле зрения. Отдалим еще. Еще больше ускоряем время. Вот его траектория. Остановим время здесь, когда станция стала выходить из-под горизонта. Итак, на короткое время МКС поднимается над горизонтом. Но это происходит в дневное время, поэтому вы ее все равно не увидите, потому что мешает засветка от Солнца. Так что эта дата для наблюдения не годится. Но через месяц в районе Москвы ее можно будет увидеть утром перед рассветом. Откройте панель времени по клавише F5. Введем дату 8 сентября. И время 4:50. Наведем взгляд на запад. Вот МКС появилась над горизонтом. Немного приблизим. Если еще раз нажать пробел, то снова зафиксируем Землю неподвижно при любом течении времени. Наблюдаемая звездная величина при ясной погоде должна быть около -1 М. Это достаточная яркость для наблюдения невооруженным глазом, даже если атмосфера и засветка утренних сумерек немного ослабляют яркость МКС. После Солнца и Луны она является третьим по яркости небесным объектом, достигая звездной величины от -1,2 М до -5,8 М, конечно же в наилучшее время наблюдения. Снова нажмем пробел и опять фокусируемся на нашем объекте. Увеличим ход времени и проследим за высотой над горизонтом. Максимальная высота около 20 градусов. Следите за временем. Смотрим на уменьшение высоты, пока наконец станция не заходит под горизонт и стала невидимой для наблюдения. Для отслеживания окон наблюдения за орбитальным мусором ищите информацию о нем в этом звездаре или в сети. Например, есть приложение МКС Детектор. Остановим время и закончим с МКС. Вернемся обратно в поле зрения 180 градусов. И еще отдалимся до максимального поля зрения в 235 градусов. Окно F3 будет необходимо нам в основном для быстрого поиска планет и звезд. Например, мы хотим найти на небе Нептун, который не виден невооруженным глазом, а потому по базовым настройкам его положение на небе не отображается при большом поле зрения. Включим эклиптику клавишей запятая на английской раскладке. Это клавиша, где русская буква B, поэтому если у вас сейчас русская раскладка клавиатуры, нужно переключиться. Эклиптика – это годовая траектория Солнца по небу, и поскольку орбиты почти всех планет Солнечной системы проходят близко к одной плоскости, то и искать планеты нужно вблизи эклиптики. Вот смотрите, пытаюсь попасть курсором в планету, но опять натыкаюсь на железяки. Поэтому сначала нужно отключить полчища этого космомусора. И теперь легко попадаем в нужный объект. Итак, эклиптика – это для нас самый главный большой небесный круг.
Как видите, обозревая эклиптику, можно найти даже Уран 6-й звездной величины, то есть на грани видимости человеческим зрением, да и то, если в условиях без светового загрязнения. А Нептун мы так и не нашли. Но нам поможет поиск по клавише F3. Набираем Нептун, приближаем, и вот она, самая далекая планета Солнечной системы, 8-й звездной величины. При максимальном увеличении видны не только многие его спутники, но даже и кольца, которые есть у всех 4 газовых гигантов. Можете ознакомиться здесь. Для самостоятельной практики посмотрите в стеллариуме кольца Урана. Но у Юпитера его кольца в этом планетарии не видны. И еще в качестве домашнего задания. Начните изучать основу сферической астрономии, например, с этой статьи. По ходу чтения переходите по ссылкам на связанные темы. Это были первичные основы работы в стеллариуме. Продолжим на следующих уроках. До новых встреч!